Теперь нужно передать все детали высокого разрешения, которые получили цифровым скальптингом, в окончательную топологию проекта Maya. Первое, что для этого нужно сделать, добавить UVs. Этот курс не рассматривает темы работы с UVs, поэтому сделаем это очень бегло. Возможно, это будет не самый корректный путь в нашем рабочем процессе, но для того, чтобы увидеть эти детали, нам нужны UVs. Итак, выбираю наш объект, перехожу к меню UVs, открываю UV-редактор и просто покажу, что сейчас на этом объекте нет UVs. Снова возвращаюсь в меню UV и выбираю этот автоматически. Сбрасываю настройки в параметрах Automatic Mapping Options. И на самом деле единственное, что сейчас нужно сделать, это включить этот пункт оптимизации для меньших искажений. И мы не будем манипулировать UVs за пределами этого. Matbox на самом деле эффективно выполняет передачу этих UVs, поэтому нам не нужно идти намного дальше, чем имеем в рамках этого конкретного курса. Нажимаю Apply и получаем здесь опции UV. Если перейдем к UV-редактору, то увидите, что появились UVs этого конкретного объекта. Тоже повторяем для подушки. Тот же процесс автоматического маппинга. Готово. И вот что теперь нужно сделать. Отправить объекты обратно в Matbox со сценой, в которой находится этот скульптурный объект высокого разрешения. Здесь можете увидеть открытый у меня файл 0505 Matbox Start, кресло с высоким разрешением. Возвращаюсь к Maya и применяю функцию отправки в Matbox. Сначала нужно выбрать оба объекта, затем перейти в файл Send to Matbox, и поскольку Matbox уже открыт, можем выбрать эту опцию Add to Current Scene. Таким образом, это автоматически переключит нас на эту программу в одну из камер Maya и переключу здесь на перспективное представление. Если посмотрим на список объектов, здесь есть скальптинг высокого разрешения и есть новая топология низкого разрешения с UVs. Если хотим убедиться, что UVs переданы, можно выбрать объект, перейти к UV View и теперь видим на нем UV координаты в Matbox. Далее, чтобы передать все детали высокого разрешения, мы собираемся использовать Normal Map, карту нормалей. Выбираю этот файл char-back-geo, перехожу в меню UVs и Maps Extract Texture Map New Operation. Matbox спрашивает, что вы хотите генерировать на текстурной карте. Выбираю Normal Map и рассмотрим подробнее эти опции. Как только проделаете это один раз, то поймете, что этот процесс чрезвычайно повторяющийся и на самом деле довольно простой. Итак, первая опция, которая нам нужна, находится здесь, в разделе опции извлечения, целевые модели, и она хочет получить вашу сетку с низким разрешением. Так что выбираю здесь Chair-Back и нажимаю Add Selected. Maya не нуждается в этой опции сглаживания целевых моделей, поэтому не нужно включать ее. Этот пункт использования складок и жестких ребер можно оставить, так как он никак не меняет наш процесс, потому что у нас их здесь просто нет. Далее, нужно добавить сетку высокого разрешения, так что выбираю этот пункт кресла высокого разрешения и нажимаю Add Selected. И вы видите, что здесь указан уровень 6, но мы хотим убедиться, что будем работать с самым высоким разрешением. По умолчанию это так и будет. Я хочу включить этот пункт сглаживания модели источника. Эта функция будет искать любые нарушения в файле текстур и исправлять их. Следующей опцией является способ передачи. Хотим использовать Ray Casting, который применяется при наличии двух разных объектов. Если собираетесь перенести данные высокого разрешения на версию низкого разрешения той же модели, нужно выбирать Subdivision. Но в нашем случае у нас есть две отдельные модели с разной геометрией и разной топологией, поэтому выбираем этот Ray Casting. Из вариантов параметра Samples образцов выбираю этот, ближе к Low-Res сетке. Search Distance – это параметр расстояния поиска Matbox между сетками высокого и низкого разрешения. И на самом деле выбор этого пункта даст действительно хороший результат. И я прошу его проверить обе стороны геометрии. В свойствах изображения указываю, что собираюсь создать одну карту 4096 на 4096 пикселей. Обычно мне нравится использовать этот размер, потому что если позже придется его уменьшать в Photoshop, это будет сделать очень просто. И при этом можно даже повысить немного резкость, если это будет нужно. Оставлю включенным антиалиасинг. Перехожу к разделу Normal Map Output и сейчас оставлю эти настройки как есть.
Базовое имя файла выбираю, выходя в файл упражнений и в наш Maya проект. Иду в эту папку изображений источников, в главе 5 ввожу имя Chairback Normal Map. Изменяю глубину цвета с 8-битного PNG на этот 16-битный TIFF, что обеспечит разрешение и глубину цвета, которые нам нужны. В конце проверяю, что включен этот пункт отображения предпросмотра Normal Map на объекте и нажимаю экстракт. Это займет пару минут, поэтому останавливаю запись видео, и сейчас, когда опция завершена, мы вернулись и посмотрим на результаты. Хорошо, процесс закончился и можем закрыть это окно. Теперь давайте выключим этот пункт High-Res Sculpt, и я нажимаю клавишу W. Итак, здесь у нас есть сетка с низким разрешением, но теперь вы можете увидеть на ней все детали, которые мы вылепили и которые теперь показаны в текстурной карте. Далее просто быстро повторю тот же процесс для подушки. Когда вернемся, я покажу вам, как взять эти конкретные карты текстур и правильно применить их в Maya, не только для рабочего вида, чтобы можно было рассмотреть это во вьюпорте, но также и в рендере в Arnold. Окей, мы вернулись, когда текстурная карта закончена, и для подушки закрываю это окно, и можете видеть, что и у подушки с низким разрешением теперь есть такая детализация. На этом этапе, поскольку текстурные карты сохранены в проекте Maya, нам уже не нужен этот файл Matbox. Но я бы все-таки рекомендовал сохранить его на случай, если когда-нибудь понадобится вернуться к повторной передаче этой информации. А сейчас перехожу к Maya и покажу, как применить эти текстуры. Выбираю Chairback здесь, кликаю правой кнопкой мышки, спускаюсь вниз, Assign New Material, назначить новый материал. Буду использовать Arnold Shader, и это будет AI Standard Shader. Снова кликаю правой кнопкой мышки здесь, перехожу к атрибутам материалов, и Normal Map для этого конкретного шейдера находится внизу, в Geometry, в Bump Mapping, где нажимаю на этот узел Create. Выбираю файл текстуры. Здесь нужно будет изменить Use as Bump на Use as Tangent Space Normals, и это то, что мы создали в Matbox. Перехожу сюда к параметру Bump Value, нажимаю здесь, чтобы перейти к файлу текстуры, и открываю здесь нашу конкретную текстуру. В этой папке проекта есть подпапки по главам. Иду в 5 главу и вижу этот файл Chairback Normal Map. Open. Нажимаю клавишу 6, и теперь видим здесь что-то не очень хорошее, и вы начинаете сомневаться, правильно ли вы все сделали. Но на самом деле это означает только то, что Maya столкнулась здесь с необходимостью цветокоррекции. В этом файловом узле для нашей карты я спускаюсь в Color Space и меняю sRGB на RAW. И как только это делаю, внезапно меняется, и все теперь выглядит так, как ожидаем. Делаю то же самое с подушкой, для чего нужен отдельный шейдер, поэтому собираюсь назначить новый материал. Снова выбираю Arnold Shader, Standard Surface, он уже есть в Geometry. Выбираю узел создания и текстурный файл изменяю здесь на Tangent Space. Прокручиваю вверх и выбираю этот файл Normal Map подушки. И снова все выглядит сначала не так, как ожидаем, и снова обновляю его. Спускаюсь в Color Space и меняю на RAW. Теперь можем зумировать и рассмотреть детали на подушке. Еще одна вещь, на которой хочу остановиться, то, как используем Arnold в качестве механизма рендеринга, как он обрабатывает карты нормалей. Быстро создам направленный свет, чтобы мы смогли увидеть наш объект, и поставлю его здесь. Зумирую таким образом, поднимаюсь к Arnold и нажимаю Render. Это визуализирует кресло в интерактивном режиме рендеринга Arnold. Но есть одна проблема, с которой я столкнулся при использовании карт нормали непосредственно из Matbox. Можете видеть, что эти складки здесь на самом деле инвертированы, и это, конечно, не то, что нам нужно.
Мы на самом деле хотим, чтобы это выглядело так, как было здесь, где они выдавлены из поверхности, а не вдавлены в нее. Таким образом, Arnold обрабатывает Bump Maps. Итак, вот что нужно сделать. Кликнуть правой кнопкой мышки по этому объекту, перейти к атрибутам материала, затем сюда к узлу Bump Map, и здесь нужно выключить отражение R-каналов и J-каналов. Как только это делаем, Arnold рендерит Normal Map нужным образом, и это будет фактически соответствовать тому, что видим во вьюпорте здесь. Подготовлено клубом «Перевод всем». Итак, далее быстро переходим к атрибутам материалов, чтобы повторить процесс исправления Bump Maps на подушке. Выхожу в Bump Node и выключаю эти параметры. На самом деле здесь не видим различий по сравнению с viewport 2.0, но мы просто хотим убедиться, что это исправлено, так что когда проведем рендеринг, то получим предсказуемые результаты. Таким образом, процесс переноса карты нормалей для детализации не очень сложен. Нам просто нужно убедиться, что имеем UVs того, для чего нужно их перенести. Mudbox сделает отличную работу с двумя объектами, проецируя всю эту информацию с правильно настроенными шейдерами в Maya, что сделать на самом деле довольно просто. Теперь, когда Arnold включен в пакет Maya в качестве основного средства визуализации, мы хотим убедиться, что наши карты нормалей создаются нужным образом. Итак, просто сделав несколько незначительных корректировок для этих узлов материалов, можем заставить наш объект выглядеть так, как хотим.